Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда. Приветствую вас у себя на канале. И сегодня у нас рубрика про сайты знакомств, знакомства в интернете, странные встречи, созвоны, переписка. В общем, все, что связано со знакомствами на сайтах знакомств и, в частности, в интернете. Случай, который я вам сегодня расскажу, рассказала мне моя приятельница, и с ее позволения я рассказываю это у себя на канале. В общем, познакомилась она на сайте знакомств а, с мужчиной, практически ровесник, на год ее старше, но тем не менее. Немножечко забегая вперед, до встречи у них так и не дошло, до реальной встречи, да. Приятельница моя сидит на сайте знакомств уже порядком давно, лет 5, наверное. Так на всякий периодически туда забегает, заходит, просматривает анкеты, ну и так далее. И тут получает сообщение, привет, привет, пообщаемся, познакомимся. Ну, она далеко не ханжа, ну, говорит, давай, пообщаемся, познакомимся. Но, глядя на фотографию, она понимает, что этот мужчина уже написывал ей пару лет назад. Да? Как-то дальше переписки тогда речь, дело не дошло, попереписывались, да и ладно, как она говорит, и забыла, да. И тут видит знакомое лицо, ну, говорит, давай пообщаемся. Буквально через несколько сообщений, буквально прошло пару дней, мужчина предлагает, может быть, говорит, давай пообщаемся по телефону. Ну, говорит, да, давай. И оставляет свой номер телефона. Мужчина оставляет, заметьте, да. Моей приятельнице уже тогда таки странным показалось, что мужчина забывчивый такой, да. Нет, говорит, я понимаю, что как бы тоже они находятся, ну, в смысле, они, мужчины, находятся там в поисках и выбирают, перебирают, так же, как и женщины, да, это все понятно и объяснимо, но, говорит, как она выразилась, говорит, неужели, говорит, нельзя записывать, да? Ты забываешь, записывай. А кому ты написывал, кому ты звонил и так далее. Сейчас поймете дальше, к чему я веду. Ну, говорит, ладно, говорит, думаю, может быть, действительно человек забыл, не забыл, ну и ладушки. Моя приятельница ему звонить на его номер не стала, естественно, да, и оставила свой номер. В общем, они в целом созвонились, поговорили, разговор прошел довольно нормально, первый разговор, да. Говорит, по голосу довольно нормальный собеседник, да, тембр голоса нормальный, говорит, мне, говорит, в принципе, подходит. Пообщались, наверное, с полчаса, ну и ладно. На этом закончили. Через пару дней он ей звонит. Да, вопросы были по телефону у них стандартные, что у него, что у моей приятельницы. Вопросы банальные, стандартные: семья, дети, там, работа. Про зарплату, про жилье речь не шла, конечно же, но это на первом созвоне и не нужно, я считаю. Зарплата, скажем так, работа, жилье и так далее, это можно уже обсуждать, когда вы хорошо знакомы. Либо же, когда вы уже встречаетесь, да, но на этапах знакомства, я считаю, допустим, мое мнение, это, в принципе, лишнее, да. Значит, двигаемся дальше. Проходит пару дней, этот самый мужчина, назовем его Санек, да, звонит моей приятельнице еще раз. Уже так это она настороженно отнеслась к этим звонкам. Говорит, меня уже при втором звонке насторожило. Говорит, начала задавать опять те же вопросы, что и в предыдущий раз, когда мы созванивались. Опять про детей, опять про мужа, да, почему не замужем. Ну, моя приятельница и говорит, я же тебе уже говорила. Ну, то и то, где дети, сколько, чего, да, где, в конце концов, муж. И, говорит, меня это, говорит, насторожило. Ну, я и говорю, говорю, подожди, может быть, действительно человек забыл, заработался. А он объяснил это тем, что там было много работы, много звонков по работе, говорит, уже, говорит, запутался. Ну, еще прокомментирую от себя, да. Мужчина мог звонить не по работе, а, скажем так, у него мог список таких
быть, да, женщин, как моя приятельница, и там, может быть, было звонков-то 20-30, да, и мужчинка уже запутался, кому что говорил, у кого что спрашивал. Ну, это как бы лирическое отступление такое. А с другой стороны, забываешь, записывай, да. Дальше она и говорит, моя приятельница, говорит, меня это, говорит, ну, не то чтобы уже насторожило, да, а такие вот вопросы, говорит, по кругу, которые начинают подбешивать. Я говорю, ну подожди, говорит, может, действительно человек заработался. Говорит, ладно, а, подождем, посмотрим. И тут на днях она приходит ко мне и говорит, сейчас он должен звонить. Ну, это типа Санек. Говорит, не возражаешь, если я поставлю на громкую связь, ты послушаешь? Я говорю, ну хорошо. Говорю, если тебе, говорю, это норм, говорю, давай. И, значит, звонит этот Санек, ставит моя приятельница разговор на громкую связь. И что я слышу? А я перед этим так еще настороженно говорю, ну, что, правда, что ли, говорю? Ну, типа, на умственно отсталого похож. Ну, как бы, одни и те же вопросы задает. Ну, и, значит, звонит он. И опять те же вопросы. А сколько у тебя детей? А где они учатся? И так далее. И знаете, что меня поразило? Такой вот голосок ржачный. Смешно ему там на том проводе стало, понимаешь? Понимаете? И с таким вот смехом непонятным. Такое же ощущение было, что он или обкуренный, или он хорошо датый, или еще что-нибудь. Ну, вот мне так показалось, да, когда она на громкую связь это поставила. Я была поначалу-то не поверила, думаю, неужели так бывает, да, когда люди путаются в таких вот вопросах. Оказывается, бывает. И действительно, вот это вот его смех, да, непонятный такой, грубый, да, я бы сказала, охарактеризовал его немножечко как действительно человека недалекого ума. Мягко сказано, если не сказать немножечко умственно отсталого. Вот так что вот, ребятки, такие вот случаи бывают. И говорит, говорит сейчас звонит, да, говорит, я просто сбрасываю трубку, говорит, не хочу с ним разговаривать. Вот это и сколько у тебя детей, да, а уже слышать, говорит, уже вот где, надоело, говорит, не хочу. Говорит, сбрасывает моя напарница, да, приятельница трубку, говорит, уже разговаривать не хочу. Говорит, посмотрю, говорит, может, говорит, подожду пару дней, говорит, если, говорит, еще позвонить когда-нибудь, может, еще разочек поговорю, посмотрю. Типа последний шансик дадим. Если ничего не поменяется в разговорах, в вопросах, да, них и тех же, то, говорит, просто его заблокирую. Вот такая вот история, ребят. Такие вот кадры бывают на сайтах знакомств. Да, наверное, и не столько на сайтах, да, и, в принципе, и в интернете тоже, и в жизни. Встречали ли вы такие экземпляры, уникумы? Как на них реагировали? Пишите свое мнение в комментариях по этому поводу. Да? Свои истории какие-то можете рассказывать также в комментариях. Либо, если вам по каким-то причинам неохота в комментариях все это писать, да, свои какие-то истории и казусы, да, из сайтов, у меня в описании под каждым видео есть ссылка на мою страницу в ВК. Можете рассказывать мне свои истории там, если не хотите публичности. Возможно, вам нравится читать комментарии под данными историями. Возможно, вы хотели бы, чтобы ваша история или ситуация, или какой-то казус был озвучен у меня на канале. Тут, в принципе, также можете писать в ВК. Все будет абсолютно анонимно, без имен, ников, ссылок и так далее. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока-пока.